Крейг Вентер, который, значит, первым секвенировал геном, то есть узнал последствия нуклеотидов, 2 метра ДНК в наших хромосомах, значит, он сейчас, не понимая лингвистики, лингвистической составляющей, текстовой составляющей генетического аппарата, создал бактерии синтетические, синтии. Они ввел туда, значит, определенные гены, которые, так сказать, вот, позволяют уничтожать нефть в Мексиканском заливе. Ну, вот после той утечки, да? Предлог хороший, да? Вот. А теперь это синтии перестали кушать нефть, они начинают кушать людей на побережье. Водоросли, китов, рыб, птиц и так далее. То есть это превратилось в ад. Мексиканский залив — это ад современный, понимаете? Вот. А почему? Потому что он, не зная законов генетики, начал совать туда гены, какие хочет. А если ты натолкал туда гены, то есть тексты, фактически как текст, ты поменял контекстный пейзаж. А раз ты поменял контекстный пейзаж, значит у тебя совершенно неправильные аминокислоты, неправильные белки получаются. И эти бактерии становятся убийцами людей и всего живого мексиканского. Вот куда привела безграмотность этих людей, типа Крейга Вентера. Это мой коллега, это молекулярный биолог, мой ровесник. Ну, дорогой Крейг, ты что наделал? Ты превратил Мексиканский залив в источник, в адскую машину, которая распространяет эти бактерии по всему земному шару с помощью гольфстрима. Более того, эти бактерии стали портить гольфстрим, потому что они уничтожают эту нефть, переводят в другие состояния функциональные, такие компактные. И она стала нефть опускаться вниз. Ну, в одном из интервью вы так и сказали, что гольфстрима больше нету. Это да, так? Да. Вот эта нефть опустилась. И ламинарный поток, который крутился, так сказать, в мексиканском, нагревался, крутился, выходил за пределы, обогревал Соединенные Штаты, Канаду и Европу. Сейчас такого гольфстрима нет уже. Там уже получается не ламинарные, а турбулентные потоки. А отсюда, вот сейчас у нас, смотрите, какая погода, да? Июль холодно. А недавно Европа замерзала, а сейчас она от жары дохнет, там температура за 30, а у нас 12 градусов в июле. Вот это все связано с тем, что гольфстрим не тот уже. Не то, чтобы он целиком исчез. Он плохо работает. Это испорченная машина климатическая. Благодаря чему? Бактериям, которые создал Крейг Вентер. Знаете? Там еще добавляют другие коррекситы, так называемые, которые еще хуже делают с нефтью. Ну вот, значит, возвращаемся обратно к медицине.